Привет, дачники! Меня вот вы часто стали спрашивать, что бы нам тоже поделать своими руками. С чего нам начать? С чего начинала ты? Я не помню, с чего я начинала. То первое видео, где я маме делала мольберт, это далеко не первое, что я вообще сделала. Это первое, что я сняла на видеокамеру. С тех пор и начался мой видеоблог. Пожалуй, мы с вами начнем с чего-нибудь простенького и актуального. Это опора для цветов. Я хотела максимально облегчить вам задачу, чтобы хотя бы с железяками, которые мы будем вкапывать в землю, не заморачиваться. Я вот нашла такой метровый металлопрофиль, он уже с отверстиями. В Леруа я такой метровый не нашла, там только двухметровый. Но я думаю, что в местном магазине, в отделе крепления вы легко найдете такой же. Либо купить такой без отверстий и сделать с дрелью и сверлом по металлу. И лучше сделать по 2 дырочки на каждую сторону. 2 вот так и 2 вот так, чтобы наши саморезы там внутри деревяшки не поцеловались. Я уже подготовила все кусочки, все изделия. Для крепкого каркаса у нас брусочки 20 на 30, 2 длинненькие и 2 коротенькие. И для решеточки у нас брусочки 30 на 15. Можно на 10. Я искала на 10, были только на 15. На тот случай, если вам попались 2-метровые бруски, для этого я специально опору делаю небольшой. Так даже лучше, они легко лезут в ваш салон машины, а 3-метровые придется багажничек ставить наверх, если у вас есть таковой. Все размеры по традиции будут в конце видео. Лучше, конечно, их окрасить сейчас, но ничего страшного, если вы это сделаете потом. Вот, кстати, мои решеточки на заборе с поликарбонатом. Если вы вдруг не видели этот видос, то я оставлю его в подсказках. Потом в конце этого видео вы заглянете туда и посмотрите, как я его делала. Сейчас мы скрутим с вами наш каркас из толстеньких балочек, которые 30 на 20. Каркасик готов. Только возьмите по возможности узенькие саморезики. От толстых краешки брусков будут раскалываться. Продолжаем прикручивать наши планочки, сохраняя нужное расстояние. У меня это 12,5 сантиметров. У нас всегда найдется растеница, для которой нужна опора. Здесь такая вот арматурина, какие-то там деревяшечки мама приспособила. Вот сюда и вобьем рядом с заборчиком нашу опорину. Кстати, у нас именно этот клематис каждый год, он половина отсыхает. Никто не знает почему. Вам, наверное, будет удобнее сначала прикрутить к опорине, а потом уже вкопать. Только обязательно в вашу ямку
вокруг этого металлопрофиля обложите камнями, так будет покрепче. Я предпочитаю вбить в землю, сохранив нужное расстояние, а потом уже прикрутить нашу опору для цветов. Если вы забиваете, даже если вкапываете, убедитесь, что все ровно. Наши железячки вбиты. Когда вешали, все цветочки обратили к дому, чтобы мы из окошков наслаждались.